Итак, привет! Сегодня мы на финальном дне Collision. Collision — это большая техническая конференция, которая проходит в Торонто каждый год. К сожалению, этот год будет у нее последний. Дальше это будет Web Summit, который будет проходить в Ванкувере. Так что сегодня мы посмотрим с вами стейджи, вообще всю внутрянку, которая будет происходить на конференции, и познакомимся с некоторыми спикерами и ребятами, которые выставляются сегодня там. Пойдем! Прошло уже 4 дня, мы все 4 дня на конференциях бегаем, общаемся с инвесторами, с разными компаниями. Это самая большая конференция, как я уже сказала, поэтому сюда приехали люди со всего мира. Я даже встречала ребят из Эфиопии. Сегодня будут очень классные мастер-классы, на которые мы обязательно сходим и тоже вам покажем. Пойдем! Это что, Collision? Это Collision. Божечки, это лама. Ребята, убирается мужик, и там лама. Ламы нет. It's not about investors, it's more about their connections, networking. And I think entrepreneurs are hardwired to see the positive in pretty much anything, right? Ну да, я свою шутку-то пошучу. Это что, бесплатный кофе? Это что, собака? Нет, это Collision. Моя шутка уже никуда не годится. Идем на центральную сцену, покажем, как происходит вообще эта магия выступлений спикеров. Вчера, кстати, была Маша Шарапова, легенда нашего тенниса. Я абсолютный фан, ее фан, поэтому я послушала, как они будут с IBM создавать новую платформу для теннисистов based on AI. Вот, так что... Которая основана на AI, и они будут пресечь результаты теннисных матчей. Так что давайте посмотрим скорее уже, что там за сцена. About these opportunities, we're going to see some of these opportunities expanding into other workflows that are very handy in terms of... Can you tell us more about how Jeeves is adapting to this fast and evolving market and what the company's focus at this moment? And I think that's part of it, but I think, you know, all the technology is underneath is only making the sport wider and bigger. Mm-hmm. Absolutely. Soon on AI applications? I think the thing I'm most excited about, so you move beyond the fan experience. For recent examples, we're working a lot with... Everyone wants the person next to them to go first, but nobody's dancing. That's right. It's kind of boring. And the kicker is, all the... Сегодня стенд. Расскажи про свой продукт. Продукт — это платформа. Мы соединяем поставщиков коммерческой недвижимости с закупщиками. Я уже 12 лет поставляю различные товары в коммерческие учреждения, и я вижу дисконнект между нами, поставщиками и закупщиками. И поэтому я решил создать платформу, которая сделает рабочие отношения легче. Только начинаем строить продукт, но уже интерес с двух сторон, поэтому потенциал огромный. Это стартапы, которые уже подняли свои несколько миллионов долларов и апскейлят свой бизнес. Асад, привет! Мы с тобой знакомы уже 8 месяцев. 8 месяцев назад у тебя была только идея, а сейчас, спустя это время, ты выставляешься со своим продуктом уже на Collision. Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Привет. Привет. Меня зовут Асар, я фаундер компании Nix. Nix — это basically как шоу «Голос», только превращенное в приложение. Наши юзеры слушают unreleased музыку, но не видят, кто артист. Если им нравится, как музыка звучит, они нажимают на кнопку для того, чтобы раскрыть ее и увидеть информацию. У нас есть различные рекорд-лейблы, которые предоставляют нам unreleased контент. Мы тестируем его в течение 7 или 14 дней, и после этого даем обратно с данными по поводу fan engagement. То есть по поводу этого рекорд-лейблы могут делать like actual calculated decisions, которые не based on their assumptions, а based on actual data. Это tool, который я желал бы иметь несколько лет назад, и я думаю, что все лучшие компании рождаются по такому же фреймворку. Сколько я знаю, ты уже запустил свой продукт в Корее, у тебя был лонч недавно, да? Когда ты собираешься в Канаде запускаться?
Мы будем делать лонч, скорее всего, в конце июля или начале августа. Мы делаем здесь ивент, кстати. Мы делаем тот же самый experience Blind Auditions, но в реальной жизни. И мы будем делать это в Торонто, скорее всего, в конце июля или начале августа. Мы предлагаем устройство для домашнего ухода за кожей лица из Кореи. Корейская косметика. Корейская косметика, корейские девайсы. Насколько я знаю, это вообще Blue Ocean, здесь ничего нет корейского. Здесь много косметики, но совсем немного девайсов. Устройства, по-моему, мы первые, кто привезли сюда. Вы привыкли использовать какие-то скрабы или chemical peels. Вместо этого можно использовать вот этот вот ультразвуковой пилинг. Это для домашнего ухода или есть профессиональная линейка еще? Разработки первоначально были исключительно для домашнего ухода, чтобы любой человек мог пользоваться. Абсолютно не надо никакого дополнительного образования. Мне приятно было познакомиться на этой конференции с тобой. Расскажи про свой продукт. Ты делаешь кроссовки нового поколения? Да. У меня бренд 3D кроссовок кастомизированных. Полностью дизайн разрабатывается под каждого клиента, под его предпочтение. Как это работает? Клиент обращается к нам, говорит, что я хочу такое-то, такое-то получить. Либо просто дает нам свой Инстаграм, и искусственный интеллект анализирует информацию про него и выдает 3 типа картинок, 3 типа дизайна. Клиент после чего выбирает, и в случае, если ему это нравится, он заказывает. Окей. Слушай, я человек, которому уже 30 плюс небольшой. Что по поводу ортопедических стелек или ортопедической формы кроссовок? Есть что-то такое? Да, конечно, мы учитываем все пожелания клиента. Если у него есть какие-то проблемы с ногами, мы это тоже учтем и создаем специально под его форму и размер. Особенно такое часто бывает, когда нога одна больше, другая меньше. Да. Это возможно скорректировать и подходить под его размер. Очень круто, очень круто. Я так понимаю, вы работаете со спортсменами, потому что это непосредственно ваша целевая аудитория, да? Видишь, мы будем работать со спортсменами и в разных видах спорта. Сейчас это идет как casual для ежедневной носки. Потом в дальнейшем мы сделаем и под каждый вид спорта. Расскажи про свой проект Orchestra. Правильно я его назвала? Правильно, да, Orchestra. Orchestra — это all-in-one workspace. Представьте Slack с встроенными task-менеджментом, project management, CRM, звонки, записи, документы, файлы. Все, что нужно для удаленной или гибридной работы, все есть в Orchestra. Вау, и вам не нужно будет использовать никакие другие тулы для того, чтобы сделать свою работу. Я так понимаю, что у вас уже запущен проект, он работает, это не просто альфа-стейдж, но Да. уже на самом деле рабочий проект, и по нему можно заходить и работать. Мы сейчас находимся в Open Beta стейдже, запустили примерно год назад, тем летом, и уже имеем платящих пользователей, конечно же. Начали в целом это делать примерно 2 года назад, чуть больше в начале 2022 года. Подошел к концу финальный день коллижена. Мы выживали все 4 дня как могли, общались 24/7, ходили на автопати и встречались с самыми крутыми IT-предпринимателями Торонто. Я рада, что в этом году я встретила очень много новых проектов и бизнесов от СНГшных ребят. Нам удалось с ними пообщаться, показать вам их бизнесы. К сожалению, это не просто финальный день коллижена, но и финальный день всей конференции в принципе. Больше коллижена в Торонто не будет. Будет веб-саммит в Ванкувере в следующем году, 2025. Так что встретимся там. Пишите в комментариях, понравился вам такое видео, такой обзор. И все, увидимся на веб-саммите 2025 в Ванкувере. Она снова вам забыла сказать. Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки и помогайте продвигать его в топ. Давайте сделаем у Алены первые 1000 подписчиков. Называется, знаешь, которые пшикают холодной водичкой такой. Слышишь, Ален? Туманообразование. Ребята, сегодня в Торонто плюс 35. И я не знаю, так жарко, потому что мы здесь, потому что коллижен, или
сериал. И потому что себя ты никогда не будешь подводить, потому что I would assume, что мы себя очень все любим. Я себя очень люблю. Я считаю, что это очень хорошо.